Добро пожаловать на канал Амазонки. Сегодня я поделюсь с вами правилами, которым я следую, делая бутылки в подарок на свадьбу или на годовщину свадьбы. Первое правило – форма. Для меня идеальная форма бутылки для жениха – это плоская бутылка с плечами. Вот такая. Сразу видна мужская фигура. Но случается, что я делаю мужскую версию из бутылки игристого вина, потому что так хотят заказчики. Многим нравится такой вариант. А вот для невесты я предпочитаю покупать бутылку именно игристого вина или другую круглую бутылку. Она позволяет пофантазировать с декольте и юбкой невесты. Преимущество бутылки игристого вина – золотая или серебряная фольга. Она выглядит в свадебном декоре гармонично и празднично. А вот другие цвета фольги не беру. Но иногда заказчики настаивают. Вот не самые удачные примеры. Для невесты хорошо смотрится декор на круглой бутылке водки. Она всегда прозрачная, как и сам напиток. Отсюда вывод. Если хотите сделать красивые подарочные бутылки, в первую очередь обращайте внимание на правильную форму и цвет бутылки. И только потом на то, какой это напиток. Второе правило – высота. Для подарка жениху я стараюсь покупать бутылку более высокую, чем бутылка невесты. В крайнем случае такую же по высоте. Например, часто заказчики приносят мне 2 бутылки мартини Асти. Это не самый плохой вариант. Но если бы выбирала я, то для невесты я бы использовала бутылку мартини Асти или другого игристого вина, а для жениха – бутылку водки, минимум 0,7 литра, чтобы жених не выглядел мелковато. И даже если в реальности он такой и есть, почему бы не приукрасить действительность? Если все же оказалось, что бутылка жениха ниже бутылки невесты, решить проблему можно с помощью высокого цилиндра, который будет плотно держаться на горлышке бутылки и позволит регулировать рост жениха. Третье правило – головной убор. Декор пары бутылок «жених-невеста» будет выглядеть незавершенным без головного убора. Для невесты обычно я делаю диадему из полубусин или ажурной тесьмы и фату. На годовщину свадьбы женскую бутылку я обязательно дополняю шляпкой. А вот мужскую бутылку почти всегда украшаю цилиндром. Солидно и элегантно. Но если подарок делается для военного, я могу сделать декоративную военную форму и что-то вроде фуражки. Четвертое правило – больше деталей. С декором бутылки невесты обычно проблем нет. Кружева на воротнике, юбка, полубусины и стразы, бант – то есть все то, что обычно присутствует на нарядном платье.
Проблема в том, как сделать бутылку жениха тоже не скучной. Ведь основную часть ровной бутылки занимает однотонная лента. Сделать такой однотонный костюм праздничным помогут некоторые хитрости. Во-первых, я стараюсь максимально показать белую рубашку. Во-вторых, обязательно приклеиваю бутоньерку или платочек. Еще один важный элемент – бабочка или галстук. Я предпочитаю именно бабочку. Она выглядит праздничнее. Хотя часто невеста просит сделать галстук, потому что ее жених будет именно в галстуке на свадьбе. И самый важный элемент декора на мужской бутылке – пуговицы. Для этих целей я всегда использую стразы, обычно 5-6 мм. А если у жениха не галстук, а бабочка, то и рубашку украшаю стразами помельче. И это еще одна причина, почему я предпочитаю делать бабочку, а не галстук. Но важно не перестараться с размером пуговиц. Иногда вижу чужие варианты с крупными полубусинами в декоре бутылки жениха. Мне они напоминают помпоны на костюме клоуна в цирке. А ведь совсем не хочется, чтобы жених был смешным. Стразы, конечно, это тоже не пуговицы, но сверкающие элементы на свадебных сувенирах – это то, что надо. Подведем итог. Чтобы бутылки действительно стали достойным сувениром, следуйте следующим правилам. Выбирайте плоскую бутылку с плечиками для мужского подарка и круглую для женского. Выбирайте бутылку жениха выше, чем бутылку невесты, или хотя бы не ниже. Сделайте головные уборы для 2 бутылок. Покажите больше белого в костюме жениха. Рубашка должна быть видна. Украсьте рубашку бабочкой или галстуком. Используйте стразы для пуговиц, но не слишком крупные. И не забудьте прикрепить жениху бутоньерку. Вот и все. Если эта информация была для вас полезна или хотя бы интересна, поставьте лайк и подпишитесь. До встречи на канале и удачных экспериментов!